Всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как можно улучшить энергопотребление видеокарт NVIDIA CMP на примере модели 50HX. А также я вам покажу, как можно в 2 раза увеличить скорость генерации токенов в локальных моделях на этой видеокарте. Я нашел этот способ совсем недавно, его описали на GitHub, я вам это все покажу. На примере все сравним до и после, и действительно увидим прирост в 2 раза в токен generation, а также где-то 50% прироста в prompt процессинге. Так, давайте, значит, начнем. Отправная точка у нас какая? Есть видеокарта NVIDIA CMP 50HX. Значит, что касаемо энергопотребления. Как вы видите, тут у меня сделаны 2 вещи. Во-первых, я ограничил ТДП значением в 150 Вт. Я это сделал, во-первых, для того, чтобы под нагрузкой видеокарта меньше грелась, а во-вторых, чтобы она меньше шумела. Потому что иначе по дефолту она шумит как пылесос, мне это не нравится, потому что у меня сервак стоит в квартире, и это не good. Поэтому, значит, что делать, чтобы ограничить ТДП в 150 Вт? Почему 150 Вт я взял такое значение? Я тестировал разные варианты, то есть по дефолту ТДП этой видеокарты 225 Вт. И опытным путем я пришел к тому мнению, что 150 Вт является оптимальным вариантом. При такой конфигурации теряется производительность в нейронках где-то на 5-7%, а максимальные температуры и обороты вентилятора несравнимо ниже. Поэтому 150 Вт я считаю оптимальным значением. Так, что нужно сделать, чтобы выставить такое ТДП? Значит, во-первых, первой командой такой включаем persistent mode. То есть, когда вы введете эту команду, у вас persistent m будет в значении on. Это первый шаг. Затем вторую команду вы отправляете такую sudo NVIDIA SMI PL 150. И когда выполните эту команду, у вас будет ограничение в ТДП в 150 Вт. Так, это первый шаг. Второй шаг. Изначально видеокарты NVIDIA CMP, мне кажется, любые, но я за это не ручаюсь, но 50-я точно, она всегда работает в режиме P0. P0 это режим максимальной производительности. В чем это плохо? В том, что в простое эта видюха жрет около 70 Вт и ниже не опускается. То есть я когда вначале ее купил, поставил, настроил, и меня этот момент с энергопотреблением сильно напряг. Потому что, то есть у меня сервак запущен 24/7, и если она в простое будет жрать постоянно 70 Вт, это не очень хорошо. Во-первых, она грелась, во-вторых, она все-таки немножко шумела, потому что постоянно под небольшой нагрузкой была значит, я поначалу поискал, посмотрел, не нашел никаких решений, смирился, писали, что это такой косяк CMP видюшек, что они так некорректно эти режимы энергопотребления переключают, и она, грубо говоря, постоянно в P0 находится. Но, значит, однажды я нашел такую интересную штуку на GitHub. Есть такой очень интересный проект, который называется NVIDIA PStated.
Вот. Суть его в чем, что эта штука, в общем, активирует режим P8 на видюхах CMP в простое. То есть здесь есть инструкция, как это все ставится, то есть тут не буду показывать, все просто довольно-таки. Вот. И, значит, после того, как вот мы поставим вот этот NVIDIA PayStated, то, значит, у нас видеокарты CMP, в частности, моя 50HX, в простой переходит в режим P8 и уже потребляет всего лишь 20 Вт. Я считаю, это круто, и плохо, что я раньше не нашел этот способ, но хорошо, что нашел в итоге. Поэтому вот, что касается энергопотребления, вот две такие фишки я рекомендую сделать. То есть ограничить по ТДП и установить и настроить NVIDIA PayStated. Вот этот вот. Так, теперь что касаемо скорости работы с нейросетями. Значит, давайте посмотрим. Сейчас у меня, я все сбросил, первоначальные настройки все, то есть у меня обычный Llama CPP сервер настроен. Вот. Ну, для примера будем использовать модельку Qwen359B, квантизация Q5KM. Вот, значит, смотрите, сейчас в дефолтном состоянии у меня моя CMP50HX выдает около 25 токенов в секунду на генерацию и где-то около 250 токенов промпт-процессинга. Давайте проверим. Напиши мне HTML код простого лендинга. Так, смотрим. Вот, как видно, токен Generation у нас находится сейчас примерно на уровне 25. Вот, то есть я как бы, вот когда увидел эту скорость, я в принципе смирился с ней, поискал, погуглил, особо не нашел я какая скорость у других людей на этой видеокарте, но как бы больше я выжить не смог. Вот у меня контекст 64 тысячи токенов. И вот скорость в начале 25 была, вот чем больше контекст наполняется, скорость постепенно снижается, вот 24 с копейками. Ну, в общем, будем считать 24 токена в секунду скорость генерации. Вот. Значит, зафиксировали. Дальше давайте еще зафиксируем скорость как бы на примере бенчмарка. У меня на серваке тут установлен еще Llama Bench. Вот. Сейчас мы попробуем через этот бенчмарк запустить. Так. Надо найти тут команды у моей шпаргалочки. Так, значит, переходим в директорию Llama Bench. Включаем вот это. Так, ну вот у меня тест мой стандартный, я обычно на нем проверяю. То есть вот этот бенчмарк Llama Bench, он как бы тестирует по API, подключается к модели, к моей локальной. Вот, ну у меня тут, значит, настроена Prompt Processing 512, Token Generation 512 и глубина 8192. Запускаем тест. Вот. Так, ну здесь пока тест выполняется, я, наверное, перемотаю. Вернемся, когда тест закончится. Итак, завершился наш тест. Значит, что мы видим? Prompt Processing у нас 285 токенов в секунду.
и Token Generation 26,55. Вот где-то показатели по бенчмарку. Ну, давайте их запишем. Значит, результаты до. Угу. Ну, допустим. Так. Значит, что нам нужно сделать, чтобы ускорить нашу нейросеть? Кстати, чуть не забыл про MTP. Значит, многие могут сказать, а есть же еще MTP, модели Qwen те же самые, да? А вот, почему ты их не тестишь? Давайте ее тоже затестим. Тут фишка в чем, что, значит, вот по дефолту. Так, сейчас найду команду. Так, переходим обратно в наш Llama сервер. Вот, запускаем MTP модельку. Вот она у меня тут первая в списке. Есть. Вот, с параметрами вот draft and max единичка. То есть тут я уже тоже опытным путем все параметры, вот эти все значения я тестил и пришел к выводу, что на единичке MTP показывает наилучший результат. Вот сейчас модель загрузится, и мы еще и MTP версию того же Qwen 9b протестим. Моделька у меня грузится медленно, потому что у меня видеокарта подключена через Riser X1, поэтому ждем, это не быстро. Так, моделька загрузилась, давайте затестим. Давайте затестим нашу MTP модельку. Вот мы видим, что MTP подключилась. Давайте тот же промпт. Напиши мне HTML код простого лендинга. Запускаем. Вот, как мы видим, наша MTP моделька в принципе не показывает никакого прироста, либо минимальный прирост. Вот там 25,6, ну может быть 26 добежит. Ну, в общем, почти 26. То есть какой можно вывод сделать? В базовых настройках вот MTP в принципе дает всего лишь прирост в 1 токен в секунду, а может быть даже меньше. Вот. В принципе все понятно. В принципе тот же Llama Bench, он примерно те же самые результаты покажет, что и без MTP. То есть вот не вижу смысла это перетащивать. Значит, теперь как раз давайте перейдем к нашему способу по ускорению. Что нам для этого нужно сделать? Так, а для этого нам нужно сделать такие несложные вещи. Значит, этот способ я вообще нашел тоже на GitHub. Значит, один человек, юзер под именем Arabella. Вот, значит, на вот этой страничке, я ссылку в описании оставлю. Значит, он тут описывает, что нашел решение
для видеокарт CMP, вот он тут пишет для 170, для 90, в принципе, вот для 50 это должно работать. Скорее всего, это будет работать и для 70. Вот, значит, в чем суть этого как бы патча? Значит, вообще проблема CMP-шек в том, что они у нас урезаны во многих местах. Из-за этого они, конечно, уступают по производительности тоже 2080 Ti. Вот, значит, вот этот вот человек, он обнаружил, что наши CMP-шки, они как бы медленно вычисляют как бы там все свои вычисления через вот это DP4A. То есть у нас Llama CPP как бы при сборке. Вот у нее есть такой участок кода, где есть условие, что если видеокарта использует CUDA архитектуру, вот, то, значит, в общем, это все будет работать через DP4A. Вот, ну а на наших видюхах он работает не лучшим образом. И, значит, вот этот юзер предлагает такой патч, который бы заставлял наши видеокарты работать не через DP4A, а через DP2A. То есть, что для этого нужно сделать? Значит, в Llama CPP вот по вот этому пути нужно открыть файлик, найти вот этот вот участок кода, это вот он тут пишет 723 строка, и заменить его на вот такой код. То есть тут по факту мы добавляем условие, что если мы там с вот таким параметром будем билдить наш Llama CPP, вот, то как бы вычисления будут вот через вот эту ветку проходить, через нашу новую. И это задействует вычисление DP2A вместо DP4A. Вот, значит, но я вот этот вот код немножко переделал. То есть я вот эти условия, в принципе, оставил все те же самые, но вот я вот эти вот условия немножко по-другому написал, как бы более понятным для меня способом. В принципе, сейчас я это покажу. Так, давайте откроем новый блокнот. Значит, я, в принципе, этот код переписал вот таким образом. То есть, тут что у нас? В принципе, все то же самое. То есть, проверяется, если видюха CUDA. Потом, если задан параметр disable DP4A, то мы идем вот сюда и выполняем вот это. Иначе идем по стандартным пути и выполняем через DP4A. То есть, в принципе, вот весь код. Давайте это сделаем на практике. Так, значит, находимся мы в моем Llama сервере. Значит, что нам для этого нужно делать? Во-первых, я переключусь на юзера Llama. Так, значит, дальше идем по вот такому пути в Llama CPP. Вот. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно открыть на редактирование вот этот наш файлик common.kuh. В принципе, тут можно добавить сейчас для удобства параметр L, чтобы видеть номера строк. Вот, значит, и опускаемся на 723 или какую там строку. Ну, тут же, опять же, от версии Llama CPP, эта строка там может плюс-минус меняться, потому что файл может редактироваться в разных сборках. Но не суть, то есть там 720 какая-то строка. Сейчас мы найдем эту функцию, как она называется, скажу. Вот. Короче, вот эта функция static device force line int gml CUDA dp4a. И вот внутри этой функции есть вот этот вот
участок кода, который как раз нас интересует. И что мы делаем? Мы просто берем, удаляем вот это вот все условия, которые связаны с CUDA архитектурой. Вот. И значит, что берем вот эту вот мою штуку, вставляем, вот, и сохраняем. Так, значит, отредактировали мы этот файлик в lama.cpp. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно пересобрать Lama сервер заново все. То есть, что мы делаем? Мы, значит, сначала удаляем старый билд, затем значит, собираем заново Lama сервер с такими параметрами. Значит, в чем тут самая главная суть? Это вот этот вот параметр DCMA CUDA flags и флаг disable dp4a. Вот мы как раз в нашем коде вот задавали такую переменную, вот, чтобы сработал вот этот участок кода. То есть вот флаг вот этот вот раз. И потом нужно добавить еще вот этот флаг fmet false. Честно сказать, не помню я, что он отключает, но как бы на практике я проверял с ним и без него. С ним скорость генерации выше, поэтому вот эти два флага обязательно выполняем. Так, есть. И запускаем, собственно, сборку. Так, ну сборка тут проходит довольно долго. Вернемся, когда все закончится. Итак, как мы видим, сборка у нас завершилась. Так, что нам нужно сделать? Давайте сменим обратно модельку на QN359B не MTP и посмотрим, как изменились скорости на ней. Так, она у меня под третьим номером. Запускаем. Так, ждем, пока у нас стартанет наш Lama сервер с моделью 9B Co5KM. И посмотрим, что у нас получилось. Так, все, Lama сервер запущен. Возвращаемся. Открываем новый чат. Видим, модель уже у нас не MTP. И давайте тот же запрос. Напиши HTML код простого лендинга. Отправляем. Так, что мы видим? Как видите, скорость генерации у нас 44 токена в секунду стала. Напомню, что была 24 с копейками. То есть мы уже получили плюс 20 TPS генерации благодаря вот этому нашему патчу. Но это еще не все. Давайте сменим нашу модельку на MTP версию. Так, еще немного подождем.
как мы видим, MTP я все так же запускаю с параметром SpecDraft Nmax и единичка. Это самый оптимальный параметр. С ним скорость максимальная с MTP. Так, стартовал у нас Llama сервер с нашей MTP моделькой. Давайте ее затестим. Так, делаем тот же промпт. Напиши HTML код простого лендинга. Отправляем. И что мы можем видеть? MTP модель у нас генерирует со скоростью 55 токенов в секунду. Даже 56. То есть еще плюс 10 токенов в секунду от не MTP модели. То есть, ребят, какой итог? Благодаря вот этим нашим манипуляциям мы смогли с 24 токенов в секунду увеличить скорость до 55 токенов в секунду. То есть это более чем в 2 раза на той же самой видяхе. Да, давайте еще как бы для чистоты эксперимента замерим в Llama Bench нашу MTP модельку с нашими всеми фиксами. Так, значит, что мы делаем? Переходим в раздел, выполняем это и запускаем тот же самый бенчмарк с теми же параметрами, как в прошлый раз. Немножко подождем, посмотрим, что нам покажет бенчмарк. Итак, бенчмарк завершился. Что мы видим? Prompt процессинг у нас стал 319, а Token Generation 54,5. То есть копируем это все. Где наш файлик с результатами? Значит, пишем после. И вот что мы получили в итоге. После нашего патча Prompt процессинг у нас вырос с 285 до 319, а Token Generation с 26 до 54 по бенчмарку. Поэтому прирост больше, чем в 2 раза. На этом все, ребята. Пробуйте, тестируйте этот способ. Я думаю, что на видеокартах CMP50, 70 и 90 он должен работать. Может быть и на других CMP-шках заработать. Не знаю, надо пробовать. Поэтому всем спасибо. Пишите комменты. Мне интересно посмотреть, какие у вас результаты, то есть насколько у вас улучшилась скорость генерации, на каких видеокартах и прочее. Всем спасибо, всем пока.